Привет, друзья! Сегодня я вас приглашаю в очень необычное место, здесь впервые. Здесь я буду с своими коллегами-гидами. Хозяин замка любезно пригласил нас познакомить с этим местом, и я делюсь вместе с вами этими кадрами. И самый главный человек сегодня – это наш водитель Эдуард. Привет. Друзья, мы прибыли с вами в замок. Сейчас нам все расскажет хозяин этого замка. Розы. Хозяин говорит только по-английски. Он швед по национальности. Жень, ты здесь был уже, да? Да. Бракосочетание проводить. Это посвященная шапель, само же вы сами понимаете, это старенькое мероприятие. И знаете, что одно из самых таких чуд, которые мы мало такого видим? Здесь есть маленький театр, черный театр. Да. Как у Людовика XIV было черное место, то же самое здесь есть, в котором можно проводить на самой маленькой сцене и оформлено, сами понимаете как. Почему очень хорошо еще оформлено до хозяев, потому что шведы хозяева. И я думаю, я просто в этом уверен, что хозяином является семья Бернадотов. Я, когда первый раз здесь был, я был в рабочем кабинете, я увидел их портреты для себя. Потому что я знаю, что Бернадотов как бы французское происхождение, сами понимаете. И они вкладывают, они купили. Еще я знаю, лет 15-20 об этом писалось, что они купили серию замков, они отремонтировали под американцев, под люксовые дома для престарелых. Наверное, это невозможно, потому что им достался он еще не то, что в люксовом состоянии. Перед этим был хозяин-американец, который был очень известный декоратор в Голливуде. И он это все сделал на голливудским масштабе. Рядом прекрасная конюшня, прекрасная охота рядом. Здесь прекрасная аренда костюмов. Привозят такие костюмы, которые как надо идти, как комедия французская. Avant l'accueil. L'Everest, c'est la première. Ouais. The guy who got the job from Philippe le Bel, the king, his name was Hugues II Bouvier. J'ai oublié le nom, et Versailles. C'est la même construction pour les châteaux. Старинных самолетов. Салис. You can go there, you can fly with... Значит, замок достраивался постепенно, да, то есть как наверное, там... Ну, понятно. It's a 1500 original, the animated. So he bought in 1987. В 90 году начали реставрационные работы, потому что в очень плохом состоянии был замок. So he started in 1990. He really paid for monument history from the government, Monsieur Lablod. Я вам хочу объяснить, вот здесь то, что вы видите, это, эти, как сказать, по-русски даже уже, здесь у нас английский, французский, в общем, то, что вы видите, это для фильмов, потому что сейчас здесь, в этом замке, снимают фильм «Три мушкетера» и «Миледи», и одну из главных ролей играет знаменитый Венсан Кассель. Кого он там играет, не знаю, то ли Атоса, то ли Портоса, ну, в общем, кого-то. Но, когда здесь снимали фильм, один из актеров сломал ногу. И вот сейчас в этой часовне, вот видите, часовня здесь, все оборудование киношное, поэтому церковь мы не смотрим. Но, когда, если вы вдруг увидите этот фильм, вот «Три мушкетера» с Венсеном Касселем, знаете, что этот замок снимали, этот фильм, вернее, снимали в этом замке. Так, и дальше мы идем смотреть интерьеры. Вот интересно, это было или... Друзья, если вы не видели туалеты, вот посмотрите туалет в замке с дыркой. Ну вот, пожалуйста, кто сказал, что нет туалета? Давайте я тоже приоткрою, чтобы все увидели. Но внутри сантехника. Там даже... и там сантехника? Да, сантехника. Слушай, ну, то есть как бы это... и даже можно нажать. Конечно. Вау, здорово. И ручки помыть. Ну, слушай, хорошо, вроде как бы ты в средние века. Все чистенько. Да. Полная, как идентик. Идентик, да.
Повторялки Нет, дяди да, я Палкина. хочу повторить, как вы сидели, мне здесь нравится. Хотели бы здесь спать, друзья? Конечно, с удовольствием. С удовольствием? Смотря с кем. Согласна. Спасибо. Даже не сказал, что гостиница, он приспособлен для приема людей. Для приема... Гостиница, это не гостиница, прежде всего это не гостиница. Это не гостиница, Это всё, зал, неправильно я который сказала, готов для туалет. приема гостей. Все понятно. У нас таких 20 комнат. 25, по-моему. Ну, я имею- 25 комнат таких, да? Намекать, что вы будете к 8 в городе. Да, здесь уже комната называется «Возрождение», «Ренессанс». Мне даже вот это больше покувыркаться-то. Да. Тем более шторки закрыл, Да. особенно зимой, когда холодно. Такие доместик никто не видел. Да. Замки у нас 12. 12 свиток, like this one? Такие. 12 таких. Ага. Bigger, bigger, smaller, smaller. Знаешь, как здесь хорошо? What we call suite. It's prestige, royal. А, к этому, да. Потому что я Да. очень люблю балконы, какие-то скульптуры деревянные, такой, для меня как арт-наив. Вот это. Да. Я стал коллекционером Да. Иисусов, знаешь, у меня коллекция около 60. Серьезно? Которые без ног, конечно, в руки это отдельно делали. И знаешь, что смотрится хорошо. У меня целая стена как бы сделана. Могу открыть? Да, давай. Давайте я приоткрою окошечко. Можно посмотреть будет. Ну, там двор, где мы только что были. Да, около донжона основной. Хорошо. Smaller rooms. Да. 12 свит и много... And Не-не-не, вот около we двери. also have the Colombier. У них еще есть Колумбия, это 15 beds. 15. 15 еще... 4 rooms total. It's a dormitory room upstairs with 8 beds in the old pigeonnier. And then we have in Все, пошли. Ароматы камина. Здесь завтракают в этой комнате. Колбаска еще пахнет, да? Так, это у нас колодец, так я понимаю. Да. Ну и сразу хочу вам сказать, что если вы приезжаете в этот замок, то заранее надо предупредить. И здесь мельница мелют зерно и хлеб своего производства. Потому что здесь своя булочная в этом замке. this is the bedroom. You have a dressing room. You have a library. Medieval style. Beautiful. Это не кровать, это не его кровать, Bill Gates. Sweet Bill Gates. комната называется Билл Гейтс. So when he was supposed to come, Он здесь был? Билл Гейтс здесь был? Когда Билл Гейтс приедет, это его комната. А когда будет, это будет его комната, понятно? Они так заманивают. Ага, комната носит его имя. Я могу даже присесть. Так, да, вот представляю вам моего коллегу. Женя, ответь, пожалуйста, на вопрос. Замок не гостиница. Вот именно, что замок не гостиница. Вы можете арендовать его полностью, чтобы было полностью как бы погружение в эпоху. Гостиница это все равно ресепшн, это обслуживающий какой-то персонал. Здесь нет. Все как бы, чтобы максимум ты получил удовольствие от эпохи, ну скажем, ну какого ренессанса, наверное, больше. Да. Наверное, это для нас это ренессанс, конечно. 15-16 век. Спасибо большое. А некоторые так живут. world model, elite model company. You look at Netflix. Специальная лампа, смотрите, специальная лампа, чтобы после душа, ну, After the shower. Это очень ужасно. Он говорит, что это Or everybody. This was a окей. Это была комната, механизм открытия двери замка, в общем. Здесь была. Подъемные механизмы, это был для подъема моста через ров. 1704 And this is the И была своя эротическая библиотека, она вот там отдельно за отдельной дверью. Эротическая библиотека здесь находилась, соответственно, плафон, как вы Yes, видите. it's for Bill Gates. Обратная сторона. Да, вот эта комната, она называется panic room. То есть, если вдруг в замке что-то случилось, у вас паника, вы бежите сюда, в эту комнату, вы закрываете дверь, и никто сюда уже не пройдет, и эту комнату не найдет.
I don't know, Паническая комната. maybe a couple of years ago, what we called was wrong. Несколько лет назад, да, балкон открыли, слышали? Если грабители, то бежите сюда. People think if you own a castle, you have a lot of money, but it's the opposite. Да, люди, You don't have any money left. люди думают, что если вы жили в замке, у вас много Да, денег. да. А по факту, Девочки, слепые. А денег? Everything and in the end, Ну нет, это копия, скорее всего. А я же не присмотрела. Вам туда не надо. Ну что смотреть-то? Не такое. Правда же? Где наши любимые? Банкетный зал. so we can use this for up to 45-50 people in a long table. Now it's И старинные фрески. Слушайте, я впервые в таком замке, впервые. Так, сейчас я наведу как следует. Старинные фрески, пожалуйста. Что вы это думаете? Это малахит с Урала? Конечно. И бронза наша, смотри. Да, бронза наша, конечно. А никто не делал больше. Да, малахит-то только у нас. Вы знаете, его нет монолита малахита. Только тонкие пластинки. Да. Его невозможно было. По винтовым лестницам поднимаемся. Проходим еще массу всяких маленьких комнат. Как вы позовали? Не, по лестнице будешь подниматься, ты будешь наверху, я буду тебя снизу снимать. С зеркалом. for the ladies. Неплохо, с зеркалом, да. Мило. Чтобы не упустить некоторые моменты интимные, дорогой. Тебя учить жизни надо. Ой. Молодышь, ну. С нашими гидами не соскучишься. И для этой комнаты есть, соответственно, ванная. Так. Еще одна комната королевская. Так что вы можете снять полностью этот замок. Если один человек, вы можете полностью снять. Но это не гостиница, то есть вы не можете приехать сюда как гостиница. Зеркала здесь нет, только... Королю зеркало не нужно. Было дорого. Но это все-таки больше стиль... Вот видите, ступенечка. Это все-таки 16-й, нет? Нет. Я бы сказала. Нет, девочки, Нет. 16-й чисто ренессанс уже идет. Слушайте, другой. Зеркала это... А зеркала добавили потом. Девочки, комоды. В 16-м уже комоды не ставили, уже мебель была. Ну что, более ранее. Ты думаешь, они все поставили действительно в стиле? Ну так. Ну, сохранили, наверное. Кресло от 13. Ну, вообще, да, кресло, да, ты прав. 13-й. Согласна. Это ванная. Это ванная. Моя наша на такой вот какой-то приятный, не тяжелый. Так, а дальше нам показывают спа, который был сделан для супруги господина Шалюпан. Это был хозяин замка. Это для мадам. А где он? Как забавно. Ой, как забавно. Пошли пещеру любви смотреть. Где тут пещера любви? О,
Ой, как здесь прохладно. Массаж. Ой, какой парк, ага. Ой, как здесь здорово. Если вы женитесь или выходите замуж, вы можете организовать свадьбу здесь. Молодожены снимаются вот у этого пруда. И потом идут полей. Японский Это шеф нам любовь в тебе приготовил, живет. потому что здесь Так, могу шеф поделиться? японец. О, Дима Леспози. Прям хочется надеяться, что все Будет сейчас позиционная война. а что же шампанское? Что ж такое? А самое главное в бутылке. Ну что ж, друзья, замок, который мы с вами вместе посмотрели, я открыла впервые в своей жизни, открыли ворота в частный замок, посмотрели, где отдыхают очень богатые люди. У меня появилась вот такая счастливая возможность. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что вы смотрите мои видео. И до новых встреч на канале Франции не только.